Здравствуйте, друзья! Реинкарнация. Миф или реальность? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Подтверждением правдивости информации о возможности повторного рождения впервые занялся криминалист. На конференции индийских криминологов Викрам Рада Сингх Чаухан из Патиялы выступил с отчетом по итогам своей научной работы. Он расследовал необычный случай с одним ребенком, который в прошлой жизни жил в регионе Джаландхар, а через некоторое время появился на свет в другой сельской местности. На основании сравнительного анализа почерка этого малыша и почерка другого человека, которым тот якобы был в прежней жизни, Викрам Чаухан доказал, что это одно и то же лицо. Следовательно, феномен повторного рождения существует. На конференции криминологов сообщение Чаухана было принято с огромным интересом и одобрением. Таранджит Сингх, 6-летний мальчик из бедной крестьянской семьи, постоянно морочил голову домочадцам воспоминания о событиях своей прошлой жизни. Его родители вспоминают, что их малыш уже в возрасте 2 лет уверял, что он не их сын, и несколько раз даже пытался убежать из дома. Ребенок очень разумно объясняет, что раньше он жил в деревне Чакчелла, и его звали Сатнам Сингх, а имя его отца Джит Сингх. Он ходил в школу в соседнюю деревню Нихалвау. 10 сентября 1992 года он вместе со своим другом по имени Сакхвиндер Сингх ехал на велосипеде из школы домой, и их случайно сшиб мчавшийся на мотороллере их земляк Йога Сингх. Сатнам Сингх получил серьезные повреждения головы и на следующий день умер. Маленький Таранджит изо дня в день твердил родителям о своей прежней жизни, расписывал подробности, называл имена. Его отец Ранджит Сингх съездил вместе с женой и сыном в деревню Чакчелла, где, по словам Таранджита, он раньше жил. Они не нашли там людей, подходящих под описание прежних родителей мальчика. Потом кто-то из соседей сказал им, что деревня с таким названием есть также в Джаландхаре, и они решили туда поехать. Ранджит Сингх отправился в Нихалвал и разыскал там старого учителя, который подтвердил, что ученик их школы Сатнам Сингх погиб от несчастного случая на дороге и что он был сыном Джитха Сингха из деревни Чакчелла. В своих бесконечных рассказах о прошлой жизни Таранджит упоминал, что когда его сбил мотороллер, у него было 2 книги, и эти книги пропитались кровью. У него также было при себе 30 рупий. Ранджит Сингх спросил об этих книжках и деньгах у женщины, бывшей в прошлой жизни матерью его сына. Она заплакала и подтвердила его слова. Мать хранит эти книги и 30 рупий как память о своем бедном сыночке. Через несколько дней в деревню Аллуна Миана, где живет мальчик Таранджит, вновь родившийся на свет, приехали к нему в гости его прежние отец и мать, сестра и братья. Они показали Таранджиту свадебную фотографию, которую он видел раньше в своем доме, и он ее сразу же узнал. Газеты опубликовали необычную историю о маленьком мальчике, родившемся 2-й раз. Викрам Чаухан тоже прочитал об этом факте реинкарнации, но поначалу не обратил на него внимания. Серьезный ученый не верил подобным россказням. Но через некоторое время решил из чистого любопытства расследовать этот случай. Он много раз приезжал в обе деревни, расспрашивал людей. Мальчик и его родители, прежние и нынешние, снова и снова повторяли ему всю ту же историю про реинкарнацию. Викрам Чаухан зашел в деревенскую лавку, поговорил с хозяином и узнал, что за несколько дней до смерти мальчик Сатнам купил у него в кредит блокнот за 3 рупии. Когда лавочник приезжал в ту деревню, где живет Таранджит, он встретился с должником и напомнил о долге. Малыш узнал его и припомнил, что он задолжал в лавке за блокнот, но сказал, что должен 2 рупии. Хозяин лавки не стал спорить, может быть действительно только 2. И дело ведь не в деньгах, ему было интересно узнать, тот ли это мальчик. Для того, чтобы на научной основе исследовать обстоятельства дела,
Чао Хан взял образцы почерка Таранджита Сингха и сравнил его каракули с почерком Сатнама Сингха из оставшихся после него школьных тетрадок. Он исходил из распространенной в криминологии теории, основанной на уникальности почерка человека. Почерки двух разных людей не могут быть абсолютно идентичны, и если Таранджит Сингх и Сатнам Сингх – это одно лицо, значит почерк должен быть тот же самый. Специалисты-почерковеды убеждены, что почерк человека имеет особенности, обусловленные его индивидуальным характером. Поскольку двух совершенно одинаковых людей не бывает, то и почерки должны различаться. Анализ почерка – это очень сложное разностороннее исследование, при котором графические элементы сопоставляются с физиологией и психологией. В значительной мере почерк человека определяется его психологическим состоянием. Большую роль в развитии особенностей письма играет мышление, а мыслительные процессы у разных людей протекают по-разному. Викрам Чао Хан с удивлением обнаружил, что почерк Таранджита почти полностью совпадает с почерком Сатнама. Единственное различие состояло в мускульной координации, но это вполне объяснимо, ведь Таранджиту всего 6 лет, и он только что научился писать. Такой процент совпадения, как в почерках этих мальчиков, может означать только одно – между ними слишком много общего, чтобы считать их совершенно разными людьми. Чао Хан аргументировал свою точку зрения следующим образом. Если предположить, что душа ребенка переселилась в другое тело, то и его образ мыслей должен перейти к этому другому человеку. Следовательно, если душа Сатнама Сингха перекочевала в тело Таранджита Сингха, то нет ничего удивительного, что почерки обоих воплощений этой души практически идентичны. Ученый представил этот случай и свои выводы в докладе на конференции криминологов. Его коллеги проанализировали образцы почерков обоих мальчиков и согласились с выводами Чао Хана. «Я нашел научное обоснование для подтверждения возможности реинкарнации», — говорит Викрам Чао Хан. «Но я буду продолжать заниматься этим случаем, меня интересует дальнейшее развитие ребенка». Он подкрепляет свои аргументы еще одним фактом. Таранджит растет в бедной семье и еще не ходит в школу. Однако, когда я попросил его написать все буквы алфавита по-английски и на языке пенджаби, мальчуган легко справился с этой задачей, причем не сделал ни одной ошибки. Сейчас Таранджит Сингх живет со своими нынешними родителями, потому что они отказались передать ребенка на воспитание в его прежнюю семью, хотя та гораздо богаче. Отец и мать Сатнама Сингха пока смирились с таким положением. Они объяснили, что понимают чувства родителей Таранджита и не собираются отнимать у них сына. Вся эта информация говорит о том, что реинкарнация возможна. А что вы думаете по этому поводу? Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.